Супер. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой MasterCard. MasterCard. Давай, вставай, стартовую снимай. Я сюда мечтала приехать. А я приехал сюда. Конничева, друзья! Всем привет, это Орел и Решка, чудеса света. И мы наконец-то приехали в Японию! Япония! Настолько удивительная страна, что сама по себе является чудом света. Это правда, но мы приехали за главным японским чудом. Священная гора Фудзияма. А ты знала, что японцы уважительно называют ее Фудзи-сан? Зайцев-сан, подкидывай монетку уже, а? Орел. Решка. Аригатово. Нет, ну хорошее было настроение, погода, солнце. Хокку! Я в злате, фортуною обласкан весь в меду. Дай карту, нищенка. Ну, я пойду. Это Хокку, тут нет рифмы. Япония — это другая планета. Другие машины. Другая еда. Другая реальность. Это какой-то другой мир. А правит этой планетой она. Вулкан Фудзияма. Величайшая святыня Японии. Прекрасная и смертельная. Неделю назад на туристку из России упал булыжник. Нам не удалось ее спасти. Ау. Миллионы приезжают на нее посмотреть. Но только самые отчаянные решаются бросить ей вызов. Это так непросто. Я на каких-то морально-волевых иду. Пройти больше половины пути и остановиться из-за того, что дальше нельзя идти. Когда мои друзья узнали, что я поеду в Токио, они сказали: «О, приготовься удивляться». Ну что, Токио, я готов, удивляй меня. Это что еще за монстр? Мое личное чудище! А вот это вы видели? Дружище, прости, но это модная снегоуборочная машина. Смотри, какая она низкая. Тут даже кулак не проходит, не то что бордюр. О, мэн, ты слишком крут для этого города. Класс! Let's go! Моя машина тюнингована в безумном японском стиле басадзоку. Его придумала банда байкеров в 70-х, чтобы выделяться на дорогах. Снаружи мое авто выглядит очень модно, но внутри обычный старенький Nissan Leopard 82 года. Чтобы превратить развалюху в басадзоку монстра, мой водитель потратил $33 000. Я собирал эту тачку в гараже 2 года. Сам красил, сам конструировал обвесы и спойлер. Это прям моя гордость. Главный принцип басадзоку – максимально дерзко и ярко. Поэтому все деньги мой водитель Соуки тратит на тюнинг, а внутри все непрактично и постоянно ломается. Кондиционер уже год как починить не может. Продам лот от ведущего Решки. Начальная цена 2 суши. На самом деле, чудо света можно увидеть прямо в аэропорту. Смотрите, у меня 10 фудзиям, то есть 10 000 йен.
Но если вам кажется, что это очень большие деньги, сейчас я вас буду удивлять. В Токио цены на транспорт такие же заоблачные, как и вершина Фудзиямы. За проезд от аэропорта в город таксисты дерут по 10 тысяч йен. Автобус. Что? Это получается 10 баксов. Самый дешевый способ добраться до Токио – монорельс. Но при условии, что ты купишь дисконт-тикет за 500 йен. Отлично. $5. Без него поездка до центра стоит на $2 дороже. Все дороги к нашему чудо света ведут через японскую столицу. Безумный и удивительный город Токио. Токио — это город шок и вау. Это Токио трусит землетрясения по 150 раз в год, а ему хоть бы что. Это в Токио люди работают по 18 часов в день. Это в Токио 1 квадратный метр в центре стоит $450 тысяч. Это в Токио продают порнофильмы в обычных супермаркетах. Это в Токио в отелях официально трудятся роботы. А в аквариумах плавают механические рыбки. Все спрашивают, где будущее? Да вот же оно! Переехала со всеми вещами в Токио и тут и осталась. Привет! Ей! Мы с Антоном решили немного задержаться в Токио. Фудзияма ждала нас 100 тысяч лет. Еще немного подождет. Мой гангстер привез меня в одно из самых популярных мест Токио – перекресток Шибуи. Говорит, надо выйти прогуляться. Ну, иду. Thank you. Перекресток Шибуи самый оживленный в мире. Говорят, если ты не прошел по нему, то твой приезд в Токио не будет засчитан. За мной! Я знаю, где лучшие сашими. Перекресток Шибуя – самый загруженный перекресток в мире. Цунами из людей несутся навстречу друг другу с 8 сторон. Представляете, каждый раз, как здесь загорается зеленый свет, минимум 500 человек переходят дорогу. А всего в день тут переходит 1 миллион человек. Откуда они здесь все берутся? Оказывается, здесь пересекаются линии наземных поездов, подземного метро, а еще здесь куча торговых центров, куда стремится народ. Вот и весь секрет Шибуи. Кажется, что здесь творится полнейший хаос. Но японские невропатологи доказали, что созерцание перекрестка Шибуя свысока, наоборот, успокаивает нервы и расслабляет мышцы глаз. Токио гремит на весь мир своими немыслимыми тематическими кафе. Здесь есть кафе с ежиками, кафе с роботами, ниндзя-кафе, кафе с горничными. Тут даже есть кафе, где одинокие мужчины могут полежать на кровати и пообниматься с девушками. Я решила зайти в самое жуткое кафе Токио. Велокап. Заперти. Ой, боже. Если честно, я вообще не люблю ни ужастики, ни хорроры. Ой, вообще хочу в туалет. Может, ты первый? Ой, боже. Внутри кафе выглядит как жуткая тюрьма.
Все столики за решетками в отдельных камерах. Hello. Тебя встречают, надевают наручник, причем это не какой-то пластмассовый игрушечный наручник, а я не могу достать руку. И ведут в ту камеру, где ты будешь, собственно, ужинать или обедать. Для персонала каждый посетитель – это заключенный. А еда тоже в этой тематике вся. Вот тут тарелка в форме креста, какой-то салат с глазами. Можно взять коктейль в виде капельницы с кровью. Коктейли здесь выглядят как химические реактивы. Я заказала самый дешевый, за $6. Им оказался заспиртованный человеческий глаз в колбочке. Сладенький и безалкогольный. Эй, красавчик, что делаешь вечером? На вкус глаз просто как желейка. Интересно, что происходит? Что-то к нам приближается и поет песенку в темноте. Господи! Нереально, я не люблю такое. この森は一度迷い込んだら最高 Ой-ой-ой-ой-ой. Они вот это все нагнетают, я начинаю нервничать. У меня очень нервная работа. Ой, боже мой! У вас там кровь. Ой, боже. Ой-ой-ой-ой, уходи, 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 уходи. Это неприятно. Это вообще неприятно. Оры, крики, это музыка, все нагнетается, какие-то клоуны, отвратительные персонажи. Это реально потом будет сниться ночью. Да будет свет. Ну, такое сомнительное развлечение, если честно. Японцы лежат. Им приходится сюда выпустить эмоции, выпустить свой пыл. Вот это вот, знаете, все, что на работе накопилось, куда-нибудь проорать. Потому что они все степенные, спокойные. А здесь можно реально вдоволь наораться. Ну, а так, второй раз я бы сюда не пришла. В сезоне «Чудеса света» мы обещали вам много чудес. За этой дверью находится одно из них. Ну что, кто первый за чудом? Это какой-то другой мир, абсолютно другая вселенная. В разных городах есть музеи живописи, скульптуры, архитектуры. Но Токио впереди планеты всей. Здесь открыли музей цифрового искусства. Сначала тут попадаешь в зал с огромными световыми проекциями и переносишься в какой-то галлюциногенный фантастический сон. Полное ощущение, что ты становишься частью картинки. Чудо! Эта магия происходит за счет проекторов. Они проецируют картинку везде. На стены, на пол. И это не просто картинки. Они реагируют на прикосновение человека. Тут можно потрогать дождь, разогнать косяк рыб и даже напрыгать черную дыру. Видели? Каждый иероглиф означает какой-то элемент природы. И когда ты до него дотрагиваешься, он оживает.
В следующем зале ты переносишься в другую вселенную. Просто какой-то миллиард бриллиантов, космический дождь. С потолка свисает 1000 светодиодных лент, будто 1000 светящихся щупальцев осьминога. Ого! Еще один зал и еще один параллельный мир. Здесь ты блуждаешь в сказочном лесу ламп. Вы видите? Лампы загораются, как только ближе к ним подходишь. 1000 ламп, а за счет отражения кажется, что их тут миллиард, не меньше. Это просто другая вселенная. Тут абсолютно теряешь связь с реальностью. В этом интерактивном музее есть ресторан, куда посетитель может зайти и выпить чаю. Но, конечно, это будет необычный чай. Вот, пошло, смотрите. Прямо вот посреди этой воды разбухает, расцветает цветок. О, бабочка, закуска. У меня скатерть расцвела. Это просто какое-то сумасшествие. Ладно смотреть на проекцию, но пить проекцию. А это вообще восторг. В последнем зале ты видишь парящие в воздухе голографические изображения. Все, лечу, в космос лечу. Вот это настоящее современное чудо света. Мне кажется, вот таким чудесам в будущем будут удивляться наши дети. Просто очуметь. Токио ошеломляет. В нем можно залипнуть на месяц. Но наша цель — вулкан Фудзияма. Главная святыня японского народа. Японцы верят, что на ее верхушке живет богиня удачи Сенген сама. А в жерле открывается портал в потусторонний мир, где обитают души умерших. Каждый японец считает своим долгом хоть раз в жизни подняться на вершину Фудзиямы, чтобы обрести дары богини, долголетие и удачу. Священная Фудзи видна прямо из Токио. И тут есть секретное место, откуда можно бесплатно на нее посмотреть. Это здание университета Хосей, 26 этаж. О, как хорошо видно! Фудзияма! Господи, прямо передо мной. Моя главная цель на этот уикенд. Я приду к тебе. Слышишь? Приду. Ух. Для японцев Фудзияма – это главный символ и фетиш. Она всегда рядом. Магнитики с Фудзиямой, вода с Фудзиямой, пивные подстаканники с Фудзиямой, рисовая настойка саке с Фудзиямой, Фудзи-мыло, Фудзи-вино, Фудзи-печеньки, Фудзи-шоколадки. В интернете можно купить салфетницы с Фудзи, лосины Фудзи, носки Фудзи, галстук с Фудзи, шапку в форме Фудзи, туалетную бумагу с Фудзи и даже презервативы Фудзи. Очуметь! Но, конечно, я ехала в Японию не за этим. Моя цель – покорить Фудзияму, подняться на ее вершину. 3776 метров и встретить там рассвет. А как иначе? Ведь Япония – это же страна восходящего солнца. Я знаю, это будет испытание. На Фудзияме гибнут люди. За неделю до нашего приезда здесь погибла русская туристка. Меня ждет мороз, камнепады, горная болезнь. Справлюсь ли я? Хватит ли мне сил?
Успею ли я дойти до рассвета, этого я не знаю. Но другого шанса в жизни у меня не будет. Мне кажется, я сейчас разрыдаюсь. Дальше нельзя идти. Лайфхак. Как покорить Фудзияму без отдышки и сердечной недостаточности. Вертолет! Осталось понять, что тут делать. Аригато. Все, взлетаем. Полетели к чуду света. Токио бесконечный, не видно конца и края. Видишь горизонт, и там город не заканчивается. А все потому, что с каждым годом Токио расползается. Он поглотил 3 десятка мелких городков и стал мегагородом, в котором живет 37 миллионов человек. Токио виден до горизонта, а вот Фудзияма нет. Фудзияма очень скрытное чудо света. Она не любит выставлять себя на показ. И чтобы ее увидеть, нужно пробраться через целую толщу облаков. Вот если бы она была человеком, ее бы не было в Фейсбуке. 260 дней в году Фудзияма закрыта облаками. Даже если ты заплатил $2000 за вертолет, никто не гарантирует, что ты ее увидишь. А если увидишь, ты счастливчик. Пока что перед нами непроницаемая белая пелена. Летим по приборам и, кажется, сейчас врежемся в гору. Я уже думал, что ничего не увижу, но вдруг... Такая удача, ее видно! Как я рад увидеть это чудо света! Я всю жизнь думал, что Фудзияма, но она как на открытке. Такой конус с белой шапкой на верхушке. Но в жизни она абсолютно другая. Огромнейший вулкан, поросший лесом. А главное, летом снег тает, и шапки этой нет. 10 месяцев в году Фудзияма выглядит вот так. Пока на ее вершине лежит толстый снег, там сходят лавины, и туристам строго запрещено подниматься на ее вершину. Но сейчас снега нет, и у Алины есть шанс ее покорить. Японцы считают Фудзияму символом красоты за ее идеальную симметрию. Она как женщина с идеальными формами. Японцы считают, что Фудзияма очень строптивая барышня и не терпит никакой конкуренции. Японцы говорят, я сейчас на полном серьезе, что красивым женщинам лучше близко к ней не подходить. Алина, удачи. Но зато у тебя ноги красивые. Для восхождения на Фудзияму мне необходимо затариться вкусненьким. Так как денег у меня немного, супермаркет – наш вариант. Кроме того, в Японии это отдельный аттракцион. Полки в японских супермаркетах – это выставка странной, космической, не пойми какой еды. Что вот это, я даже не возьмусь угадывать. Смотрите. Молочный чай с желейными шариками. Орехи с рыбой. Это сыр со вкусом грейпфрута. Сыр-десерт. Классные японские снеки. Все с рисом. Такие шарики, в которые они заворачивают рыбу, сосиски, кусочки мяса. Беру. Сладкоежки и любители странностей. Подойдите ближе к экрану. Сейчас вы увидите самое большое количество разных вкусов шоколадных батончиков. Шоколадный батончик со вкусом каштана. Тут розовый шоколад, сладкая картошка, шоколад с лимоном и солью, шоколад со вкусом пирожного с бобами. Эх. О, вот это прикольно! Со вкусом васаби. Остренько. Шоколад со вкусом саке. Это как у нас с коньяком есть. Коньяк с саке. Ой, класс! А вот и Фудзияма моя на коробке нарисована. Вкус Фудзиямы – это чизкейк, политый джемом. Мне, правда, не по карману. Аж 800 стоит.
Если нас смотрит хотя бы один миллионер, который хочет увидеть Фудзияму, прислушайтесь к моим рекомендациям и для жилья выбирайте отель Фуфу Кавагучико. Почему? Смотрите сами! Мой отель стоит не среди бетонных небоскребов, а в гуще соснового леса. Из его окон видно наше чудо света — Фудзияму. Да есть она там, есть, я вас не обманываю. В хорошую погоду Фудзияма будет на вас смотреть, а вы на нее. Кстати, пусть вас не смущает название отеля. Фуфу – это не отзывы, а целая японская философия. Первое «фу» означает смех женщины. Ну, как у нас «хи-хи». А второе «фу» – это стремление к совершенству. Получается, если сложить «стремись к совершенству» весело. Ну и заплати $2500 за номер. Смотри, какая кровать! Королевская! Больше всего на отдыхе японцы любят созерцать и расслабляться. Для созерцания в моем отеле убрали стены. Как же круто, когда вместо стен просто огромные панорамные окна. И вид, я хочу его на 360. На террасе, смотри, гамак и большущая кровать. Зона отдыха с камином. Знаешь, что за это Император. предусмотрено? Штрафы. Конфискация. Ну, забери, я даже не понял, у меня первый раз вообще зазвонил такой звук. Это что, СОС? А вот расслабляются японцы в собственном спа-комплексе. Это баня! Баня! Можно не париться и нормально попариться. У меня ванна из мрамора. Японцы моются не так, как мы. Сначала они смывают с себя грязь в душе, а потом отдыхают в ванной афура из натурального камня. В ванне принято не лежать, а сидеть, греть себе косточки и сочинять хокку. Капустное поле где-то на самом краю. Вершина Фудзи. Hello. Hello, sir. Give me a bill, please. Of course. А то я уже опаздываю. Хорошо, что у меня есть премиальная карточка MasterCard. С ней расплачиваться быстро и легко. Thank you so much. Thank you, sir. Идти на вершину Фудзи с голыми ногами и в платье – это самоубийство. Нужна теплая одежда. В магазинах покупать очень дорого. В Токио даже по скидке пуховик стоит баксов 50. Но я знаю, где взять вещи бесплатно. Для этого я пробралась в подвал жилого дома. Да, это то место. Мусорка. Да-да, вас не обманывают ваши глаза. В Японии выбрасывают мусор совсем не так, как у нас. Здесь в жилых домах есть вот такие специальные помещения для отходов. Но японцы не просто сносят сюда свой мусор, а тщательно сортируют. Здесь большие пластиковые бутылки, причем спрессованные, чтобы занимали меньше места. Здесь только зеленые пластиковые бутылки. Пенопласт, стекло, батарейки, лампочки, аэрозоли. Отдельно пластиковые крышки и отдельно железные крышки. Отходы собирают для того, чтобы потом вывести их на мусороперерабатывающие заводы. А то, что нельзя переработать, сжигают. Мусор прессуют в огромные брикеты. И дальше знаете, что с ним делают? Японцы строят из них целые острова в море, на которых вырастают промышленные и жилые кварталы. Представляете? А если ты бунтарь, не поддаешься системе и не сортируешь свой мусор, то, во-первых, никто его не будет забирать, во-вторых, тебе наклеят большую наклейку позора, ну а в-третьих, соседи просто могут вернуть этот мусор обратно тебе под дверь. А это для японца социальная харакири. На японских мусорках можно найти абсолютно новые, рабочие, дорогущие вещи. Ничего себе! Теннисная ракетка Вилсон. Она стоит не дешевле 100 баксов. О, там велик! Слушайте, ну новый велик. Он даже чистый абсолютно. Посмотрите, колеса даже вымыли.
А вот контейнер, собственно, из-за которого я сюда пришла. Тут вещи, и они все в чистом состоянии, спасибо аккуратности японцев. Странное ощущение. Но я хочу выжить после подъема на Фудзи. А вот это прям мое. Ну что, рюкзак забит едой, водой и теплой одеждой. Так что я готова покорить наше чудо света. Существует 4 маршрута для восхождения на Фудзияму. Самый легкий и безопасный для туристов – это маршрут Йошида. Самый дешевый способ добраться туда – это автобус. Маршрут Йошида начинается у подножия вулкана и занимает 3 дня. Но можно сэкономить время и заехать на высоту 2300 метров на автобусе, а дальше уже пойти пешком. Автобус едет 2,5 часа. А потом меня ждет экстремальный 6-часовой подъем без остановок, чтобы успеть к рассвету. Так что надо набраться сил. Представляете, Фудзияма в Японии настолько значима, что она даже повлияла на кухню моего отельного ресторана. Посмотрим, что тут готовят. Мне принесли говядину яманаси в горшке, который сделан из куска застывшей лавы самого вулкана Фудзияма. Просто лава долго держит тепло, так что блюдо доготавливается прямо у тебя на столе, а мясо остается сочным. Вы видели? Мне принесли горячее в вулканическом камне. То есть вы представляете масштаб? Какой-то человек поперся на Фудзияму, поднялся почти на 4000 метров, выдолбил этот камень, вернулся обратно, принес сюда, и вот мне в нем подали блюдо. То есть можно, не выходя из отеля, дотронуться до чуда света. Ну вот оно, руку протяни. Горячая штучка. Баба-огонь. В общем, не делайте так, как я. Лавовую посуду перед подачей раскаляют на открытом огне. А пахнет-то как? На весь ресторан, мне кажется. Каким-то костром и бардовским фестивалем. Очень нежное, вкусное, прям тающее во рту мясо, но по сути простая говядина. Хотя нет, какая она простая. Я ем блюдо, которое приготовила мне сама Фудзияма. Автобус привез меня на высоту 2305 метров, на 5-ю туристическую станцию маршрута Йошида. Здесь путникам советуют немного погулять, чтобы организм адаптировался к высоте. Здесь целый туристический городок всех путешественников, которые начинают свое восхождение на святую Фудзияму. Здесь можно найти и кафе, и магазины, даже ночлег. О, здесь есть еда. Зачем я все это тащила из Токио? Хотя, если честно, понятно зачем. Потому что все здесь в 3-4 раза дороже. Что? Саке? Они что, издеваются? Саке перед восхождением? Это стиль пьяной обезьяны? Это аэрозоль с кислородом. Дело в том, что свыше 3000 метров может начаться гипоксия. Это недостаток кислорода в организме. И можно купить вот такую штуку, надеваешь как маску и немного дышишь, чтобы отойти. Но у меня на нее денег нет. Да, точно нет. А еще у туристов пользуются популярностью вот такие палки. Палка называется конгобо. Смотрите, здесь есть вот такие вот отметочки. Мы сейчас находимся на 5-й станции, это 2305 метров. И по мере того, как вы будете идти вверх, на каждой станции можно ставить такие отметки, где будет указан метраж вашей высоты, где вы сейчас находитесь. Так до самой вершины
Каждый, кто планирует восхождение на священную гору, должен зарегистрироваться. Стоит это $10. Тебе выдают вот такую вот деревяшечку, ты записываешь свое имя, фамилию, номер телефона, и еще тебе выдают вот такой вот пакет импровизированного туалета. Все приспособления для того, чтобы справить нужду. Первый раз такой вижу. Ну, зато ты после себя ничего на Святой горе не оставишь. Сегодня я буду спать здесь. И это мое взрослое решение. Спокойной ночи. Ну, Антоша, сладких снов. А я отправляюсь в 6-часовой опасный, холодный трек на самую верхушку вулкана Фудзияма. Вокруг кромешная тьма. Тропу освещает только свет от маленького фонарика. Ай-яй-яй. Ограждений нет. В любую секунду ты можешь не заметить край тропы и свалиться прямо вниз. Как думаете, для чего эта постройка? Это не навесик, это специальная конструкция, которая защищает от камнепадов. После дождей с Фудзиямы то и дело сходят каменные лавины. How many people, А часто людям на голову падают камни? Редко, но это случается. А сколько людей пострадало? В этом сезоне погибли 2. Неделю назад на туристку из России упал булыжник. Нам не удалось ее спасти. 29-летняя Анна Дубровина из Самарской области поднималась со своим супругом-японцем на Фудзияму. За 200 метров до вершины на глазах у любимого на девушку со склона налетел тяжелый булыжник. Анна трагически скончалась от травмы головы. Ребята, это история, от которой просто хочется вернуться обратно. Но я не могу отступить. Это так непросто. Так, держусь, иду. Со временем подъем становится круче, а дышать становится сложнее. Ноги уже немеют. Подъем сейчас настолько крутой, что я иду в наклоне. Прямо так. У японцев даже есть пословица: тот, кто не поднялся на гору Фудзияма, дурак. А тот, кто поднялся дважды, ровно дважды дурак. Ой, не знаю, захочу ли я второй раз сюда. Ой. Я дошла. 7-я станция. От 6-й станции до 7-й высота больше, чем Empire State Building. До воды попить. Все переодеваются, и мне тоже нужно достать пуховик, потому что там наверху еще холоднее. На маршруте есть несколько станций. Тут можно перевести дух, выпить чаю, купить еду. Можно даже переночевать в горных хижинах Ямагои за $50. Но в основном люди просто падают от усталости и спят прямо на земле. Я дико устала, но мне некогда спать. Рассвет меня ждать не будет. Тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх до самых высот. После 7-й станции ты уже не идешь, а карабкаешься по скалам. Нога уже онемела. Изо всех сил цепляешься за страховочные цепи, чтобы не свалиться. Столбичек мой хороший. 8-я станция, ребята. Больше половины пути. 300 метров. А, ветер. Может, сюда можно зайти погреться. Ого, здесь людей. На 8-й станции происходит что-то странное. Сидит толпа людей, прям как беженцы. Здрасте, а можно я тут погреюсь? Конечно, А почему здесь так много людей? они пережидают непогоду. На вершине поднялся сильный ветер и возможен камнепад.
Видимо, кто-то разозлил Фудзи-сан, и она капризничает. Стоп, то есть дальше идти нельзя? Нет, А когда будет можно? Через час-два? я не знаю. Может быть, сегодня мы закроем проход к вершине. Мы должны быть уверены, что вашей жизни ничего не угрожает. Окей. Мне кажется, я сейчас разрыдаюсь. Пройти больше половины пути и остановиться из-за того, что дальше нельзя идти. Осталось 500 метров. Я теперь понимаю, почему тут так много людей, и я в шоке просто. Просто жесть. Сейчас здесь не останется места, и все будут сидеть на улице, мерзнуть. Нам еще повезло, что мы в тепло сели. Но это вообще не утешает. Потому что это была мечта. Мне кажется, вот честно, что они больше перестраховываются. И там уже не так опасно. Хотя кто его знает, после той трагедии, которая случилась в этом году, они просто лишний раз боятся и всех просят переждать. Ну, черт, это единственная возможность увидеть. Понимаете? Единственная. И я хочу попробовать хотя бы пройти какую-то дистанцию. Там, подняться сейчас на 100 метров, посмотреть вообще, как там обстоят дела. Если действительно мы увидим что-то опасное, вернемся. Но не попробовать это просто... Я себе никогда этого не прощу. Смотрите, на выходе никто не останавливает. Значит, есть шанс дойти. Ну все, либо пан, либо пропал. Ой. Прошли 100 метров, камнепада не слышно. Если вдруг он начнется, надо будет прижиматься понад стенкой со стороны склона. Ой, тогда есть шанс, что они тебя просто перепрыгнут. На высоте 3300 метров воздуха совсем мало. Начинается кислородное голодание. Ноги становятся ватными. Ужасно кружится голова. У меня аж виски стали пульсировать. Давай, Линчик. Последний шаг. Ладно. Я на каких-то морально-волевых иду. Вдруг ты оборачиваешься и понимаешь, что уже находишься над облаками, на высоте, где летают самолеты. Как красиво! Уже выходит солнышко. Остаюсь на просмотр самого дорогого и самого красивого кино. Почему самого дорогого? Потому что я оставила здесь большую часть своего здоровья. Ну как же красиво. Япония – страна восходящего солнца. И это не просто рассвет. Тут рождается новый день, и солнце отправляется в путешествие по миру. Изумительная картина, но я все-таки поднимусь на вершину. А я ведь знал. И специально уснул именно здесь, чтобы проснуться и первым делом увидеть это. Доброе утро, чудо света! Вот уже последние метры. И мы на пике. Ой! 3776 метров!
я смогла. Господи. Кто-то остановился, не дошел, кто-то испугался, кому-то стало плохо. Много людей сходят с этой дистанции, потому что это очень непростой путь. Я теперь понимаю, почему японцы называют это священной горой, потому что тут хочешь, не хочешь, поверишь. Ну, поверишь хотя бы в себя, что ты можешь все. Это непростой путь, и это чудо света. Все. Сбылась. Сейчас Фудзи спит, но в этом вулкане скрыта гигантская мощь. Последний раз он извергался 300 лет назад, и тогда засыпало пеплом весь Токио в 150 километрах от него. Паш, у нас есть проблема. Я очень сильно хочу в туалет. Здесь его нет. Вообще нигде нет. Нет, я не буду этого делать. Я еще на всю страну не писала, да? Ну ладно, открываю. Итак, как устроен японский переносной туалет? В комплекте есть 2 мусорных пакета и картонка. Из нее ты делаешь подобие лотка и насыпаешь в него специальный наполнитель, который впитывает влагу. Ну а дальше делаешь свои дела. Как котик в лоточек. Пописал и пошел. Рюкзак, блин. Так. Ну вот и костюмчик на Хэллоуин есть. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. А не поесть ли нам? Не оттрапезничать ли, Павел? Я думаю, что 10 часов немножко разыграли во мне аппетит. Я сейчас даже пакет готова съесть. Ого, тут давление. Посмотри, как надулись пакетики. Вот если бы вы съели белый шоколад с хреном, было бы очень похоже на вот этот шоколадный батончик с васаби. Ой, он розовый. Такой странный сыр. Во-первых, он сладкий, со вкусом цитрусов. Там есть кусочки грейпфрута. Тут все понятно. Рис завернут в нори, а внутри начинка креветки. Такой суши-пирожок. Есть еще один способ увидеть Фудзияму, о котором мало кто знает. Прогулка по озеру. Ай. И, по-моему, он самый романтичный. Мы с капитаном подружимся. Фудзияму окружает ожерелье из 5 озер. Лучше всего наслаждаться видами Фудзи с озера Яманака. Тут как нигде видны ее идеальные очертания. Гора Фудзи, как истинная женщина, каждый день меняет наряды. Когда облака внизу, это пышная юбка. А сегодня она, вон, по-моему, просто слегка накинула облачное ожерелье. Посмотрите, какой чудесный вид открывается с озера на Фудзияму. Видно остатки лавы и кратер. Весь второй день я спускалась с Фудзиямы. Кто думает, что спускаться с горы намного легче, чем подниматься, сильно ошибается. Обратный путь занял 8 часов. А потом еще 4 часа тряслась в автобусе до Токио. Ребят, если будете в Токио и захотите 100 роллов по $1, ловите координаты нашего клада.
Район Кавагути. От собачьего парка Аракава пройдите 200 метров на юго-запад. Там ищите большой синий запорный кран. Бутылка спрятана возле его бетонного основания. Познать Фудзияму – это не взять кучу денег и не облететь вокруг нее. Не поплавать. И даже один раз дотронуться. Только если ты почувствовал ледяное дыхание Фудзи-сан, потерял на ее склонах все свои силы, Ноги уже немеют. и заглянул прямо ей в душу, Ай-яй-яй. только тогда можно считать, что эта вершина тебе покорилась. Как красиво! Я смогла. Я хочу его на 360. Ну вот и костюмчик на Хэллоуин есть. Стиль пьяной обезьяны. Эй, красавчик. Баба огонь. Просто очуметь. За мной! Я знаю, где лучшие сашими. Воу-воу-воу, не дави энергией. Иди на звук, Привет. Привет. Ой, слушай, ты такая замученная. У меня один вопрос к тебе. Ты покорила ее? Да, я смогла. Ты вот этими вот ногами? Не-не-не-не-не-не. Этих ног больше нет. Ни слова больше. Давай. Что? Покорила одну вершину, покоришь и другую. Давай. Я все за нас скажу. Это были «Орел и Решка. Чудеса света». Увидимся на следующем чуде на вулканах Явы в Индонезии. больше не могу. А Я надо, не хочу надо, на Олег, вулканы. надо. Пойдем. Я на вулканы не А если хочу. я заберусь на вулкан, ты меня так понесешь? Нет, я больше не хочу. Я хочу в морской обратно. Пойдем. А если в океан тебя скинут?